Так. Сегодня мы будем делать с вами сумочку. Я покажу. Многим понравилось. Идея не моя, сразу говорю. Девушка выполняла эту разновидность. И, естественно, это зависит от вкуса, от того, как ты представляешь творческий процесс, от настроения. Я вот в этот раз представляю это так. В принципе, ее достаточно легко сделать самой. Для этого вы берете крючок. Обычный крючком мы вывязываем вот такой круг по размеру той сумочки, которую вы хотите. На данный момент я рассматриваю маленькую сумочку. Она будет не больше вот этого круга. После того, как вы свяжете определенное количество рядов размера той сумки, которую вы хотите, либо это будет круг, либо овал, как у меня на сайте в Фейсбуке, вы начинаете, прежде чем соединять это, либо на основе обручей и ручки в последующем, вы сначала, я во всяком случае, я сначала украшаю, получается, лицевые стороны самой сумочки, как она будет выглядеть. Она может быть украшена с двух сторон, может быть украшена с одной стороны. Для этого мы берем, опять же, на вкус, то есть я вот сделала такую, получается, бантики у меня любимые, украшенные стикером из стразы и трехцветия, сочетание трех цветов. Затем на заднем плане у меня кружево на сеточке, как вы видите вблизи, декорированное, как основной узор. Затем уже готовые можно купить, готовые розочки, можно их тоже сделать самим на сетке. В городе Казань, например, они продаются в магазине тканей. Затем мережка кружева я делаю сама, вяжу. Они тоже бывают продаются в магазине. Но я вот увлекаюсь плетением сама. Вот из нее сделала такую мини-коронку. Возможно, я еще ее украшу бисером в процессе в творческом. И вот как-то хочу змейкой здесь вот уложить, чтобы основной узор не закрыть. И в то же время украсить вот этой красивой дорожкой. Потому что основная моя идея — это вот эта вот красивая аппликация. Как правило, вот эти тюли, то есть и болеро, и сумочки, это обычные, дорогие тюли в шторном салоне, в Казани я покупаю. Это получается, это большие розочки, можно самой собирать маленькие розочки, просто скрученная атласная лента, которая фактически через каждые полсантиметра перегибается, то есть ты держишь основание, поворачиваешь розочку и через каждые полсантиметра перегибаешь ленточку напополам. И затем основание прокалывается длинной иглой и уже фиксируется. Вот так у меня здесь две розочки. Нам же на предыдущих у меня больше розочек и мелких в том числе. Здесь у меня, скажем, можно тоже в виде бантика оставить. Можно, я вот призадумала, что это, скажем, будут лепестки розы, тоже вывязанные крючочком. Затем тоже мережка кружева. Можно готовое кружево взять. Вот я его увидела вот так. И у другой розы у меня лепестки будут вот такие. Вот это у меня тыльная сторона, получается лицевая сторона сумочки будущей. В том числе, возможно, либо я вторую сторону, скорее всего, украшу, потому что если брать просто основание, связанное крючком, как видите, оно выглядит достаточно просто, ненарядно. И для того, чтобы это все-таки была вечерняя, красивая, нежная сумочка, поэтому я декорирую ее так, как декорирую сейчас. Вот это, значит, самое начало. Во втором видео я покажу, для кого необходимо элементарно собрать бантик, элементарно собрать розочки, кто хочет этому научиться. Но остальное дело вкуса, да? То есть вы можете кружево взять готовые. Опять же, цветовая гамма у меня каждый раз разная. Повторить... при желании можно, но люди творческие знают, что повторить обычный творческий процесс тяжело. Так же, как и украшения тяжело подобрать, камни тяжело подобрать. Поэтому ты, когда берешь, скажем, камни для украшения, ты точно так же берешь на один комплект, на серьги, на колье, например, или на кулон, потому что знаешь, что потом уже идентично повторить фактически будет невозможно. Поскольку это ручная работа, не производственная работа. Да? Так, во втором видео мы будем украшать вторую сторону и пробовать соединять, придавать сумочке форму. И в третьем видео некоторые используют для основания
самой сумочки для основания используют обруч. Вот один вариант попробуем с обручем, один вариант попробуем, потому что нитка достаточно мягкая, это хлопковая, экологическая нитка. Если берешь капроновую нитку, соответственно, основание будет более твердое, и уже можно будет без обруча делать сумку. И опять же, кто что преследует. Кому-то нравится форма, кому-то нравится нежность. Я люблю нежность. Вот. А ручка в любом случае тоже, она может быть либо связанная крючком, либо, опять же, купленное железное основание, скажем, и затем как-то декорированное. Вот пока на этом все.